Друзья, всем привет! С вами я, Максим, и вы на канале Мотомаксимус. Продолжаю знакомить вас с продукцией турецкого производителя мотоциклетных покрышек компании Anlas. И сегодня у меня на обзоре моделька для спортбайков Anlas Viento Sport. Итак, сегодня на обзоре у нас два колеса. Переднее колесо в размере 120/70 на 17 и заднее колесо в размере 190/55 на 17. Эти колеса созданы для спортбайков. Я думаю, по их внешнему виду все становится понятно. Колесо с большим таким овалом, для того, чтобы когда вы валите на спортбайке в поворотах, оно держало ваш мотоцикл и вы никуда не соскользнули. Та же самая история и с задним колесом. Ну и по традиции заднее колесо идет елочкой вперед, как у всех производителей. Ну а переднее колесо, если не ошибаюсь... Да, ротейшн в эту сторону идет вот так вот елочкой назад. Резина, понятное дело, направленная. Практически все производители делают сейчас так. Надо сказать о том, что эти колеса созданы компанией Anlas исключительно для спортбайка. И на канале YouTube самого производителя есть очень красочный и крутой ролик. Там девушка гоняет на спортбайке по городу, по трассе, на этих покрышках. Очень красивый ролик, но совершенно не информативный. Ну, понятное дело, он рекламный. Я изучил YouTube и нашел несколько еще обзоров на эти покрышки, но они в основном все от турецких райдеров на турецком языке и, к сожалению, без английских субтитров, поэтому понять, что там происходит и о чем они говорят, я, конечно же, не могу. Поэтому, друзья, будем проводить свой обзор, будем проводить свой тест-драйв. Сегодня будет необычный обзор, так как эти колеса для спортбайков, и, понятное дело, я уже нашел одного из моих друзей, у которого спортбайк есть. И по классике жанра моих фильмов я бы сейчас, по идее, должен их был обуть на этот спортбайк и кататься на нем. Но я должен вам признаться, что у меня никогда не было в гараже спортбайка, я никогда на них не ездил, ну если не считать пару раз, когда я просто взял у кого-то прокатиться, проехал там по дороге туда-обратно, вернулся, сказал: вау, круто, сумасшедшая мощность и все остальное. Но меня никогда не тянуло к спортбайкам, у меня нет опыта их вождения, нет опыта их владения. И, конечно же, мое мнение будет не то, что субъективно, оно вообще будет ни о чем. Если я сейчас сяду на спортбайк, начну гонять на этих покрышках и делать какие-то доводы и размышления по поводу того, хороши они или нет. Поэтому в этот раз я принял решение эти колеса отдать моему товарищу. И весь процесс теста, вот первых выкатов и всего остального, будет проводить он, а я буду в роли оператора. Ну, давайте по-честному, друзья, как я могу сравнить эти покрышки с чем-то другим, если я просто-напросто никогда не ездил на спортбайках, не знаю динамику, не знаю торможения и все остальное. Поэтому мой товарищ будет их тестировать, ну а я, друзья, постараюсь максимально подробно все это снять и вам показать. Итак, давайте пробежимся по техническим особенностям этих колес и поедем к моему товарищу бортировать эти колеса на его мотоцикл. Покрышечки у меня свеженькие, выпуском конец 2020 года, сейчас у нас середина 2021 года. Итак, Anlas Viento Sport. Давайте я вам расскажу ту информацию, которую я смог все-таки раздобыть, переведя тот текст, который есть на сайте производителя. Итак, большим слоганом над этими покрышками на сайте написана следующая фраза: «Усиль свои чувства», ну или «активизируй свои чувства», это тут уже тонкости перевода. Что пишет об этих покрышках производитель? Покрышка создана для спортбайков нового поколения, модель Viento Sport. Разработана для обеспечения высокой эффективности в любой момент вождения, будь то на трассе или на улице. Специальная конструкция, разработанная для спортивного вождения. Конструкция рамы покрышки с технологией Variable Wheeling Technology для улучшения характеристик прохождения поворотов и более точного захвата руля. Максимальное сцепление на улице и на трассе с новой резиновой смесью протектора Silica Rich. Соответственно, производитель говорит, что для этих колес он разработал какую-то новую конструкцию, более жесткую, я так понимаю, чтобы покрышку на поворотах не подламывала. А также производитель говорит о какой-то новой смеси резины. Ну, наверняка она безумно напитана каучуком. И по классике, конечно же, бока рассчитаны на то, чтобы держать повороты. По сути, больше говорить об этих колесах нечего, кроме того, что мы надеемся все-таки в очередной раз, что в ближайшее время будет информация по завозу
покрышек от компании Unlast в России. Лично я эту информацию жду, потому что рынок в принципе у нас уже насыщен, цены растут, и было бы очень неплохо, если бы на рынке появился еще один игрок, потому что чем больше предложения, тем выше конкуренция, и соответственно тем возможно больше шансов, что цены где-то будут снижаться. Ну, что там греха таить, друзья, вы все прекрасно видите цены и понимаете, насколько дорого сейчас нам приходится платить за то, чтобы обуть свои мотики в нормальную резину. Ну что, друзья, будем ждать информацию по покрышкам Unlast. Возможно, еще в ближайшее время что-то интересное появится на обзоры. Ну а я гружу эти покрышки на свой Yamaha Super Tenere, благо он у меня под это рассчитан. Мчусь к своему товарищу, отдаю ему колеса, он их быстренько бортирует, и в ближайшее время мы снимем на них тест-драйв и посмотрим, насколько они хороши. И да, нужно сказать, чтобы тестировать эти колеса, мы будем на мотоцикле Honda CBR 600 RR. Мой товарищ давно им владеет, и я думаю, он сможет по достоинству оценить эти колеса, все их плюсы и минусы, если таковые у них есть. Поехали отдавать их моему другу. Доставка покрышек населению. Как ваши дела? Как добрались? Все отлично. Вот они новенькие. Ой, Красавчики, смотри какие. А вот на секундочку колеса, которые стоят на хондочке CBR 600 RR. И мне теперь вдвойне, Игорь, приятнее, что эти колеса не только будут тестироваться у моего товарища, а еще и в пору тапочки, да? Вовремя. Да. Все вовремя, друзья. Как говорится, мотоциклист перед тем, как заменить колеса, прогревает резину до безобразия. В общем, вы поняли, да, характер человека, который будет тестировать. Но как я вам и говорил, друзья, я ничего в спортбайках не понимаю, никогда ими не владел. А вот этот парень кое-что в них понимает. Поэтому отдаю покрышки Unlast Vento Sport, бортируем и едем их тестировать. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Мы в Железноводске, возле Железноводского озера. Это местная достопримечательность, кстати, всем советую его посетить. И теперь давайте послушаем хозяина мотоцикла, его мнение об этих покрышках, что он нам скажет. Дорогие друзья, приветствую вас
Меня зовут Игорь Рыжков. Я на протяжении 19 лет гоняю на спортбайках. Я накатал очень много километров. Была и дешевая резина, и дорогая, и супер дорогая. Но вот Макс предложил мне испытать эту резину. Вы знаете, хочу сказать, что она стоит этого. Довольно-таки неплохое качество, очень хорошо держит асфальт. Теперь дай бог, чтобы она продавалась у нас в стране, это раз. И второй момент, в конце сезона мы посмотрим на ее износ, как она будет себя вести. Просто это первое было у нас впечатление, а первое впечатление иногда бывает ошибочно, поэтому мы ее испытаем, подымим, позакладываем, и оттуда уже будет результат. Ну что, друзья, вот такой вот озорной у нас получился обзор покрышек от Unlass Vienta Sport. Ну а как еще иначе тестировать спортивные покрышки? Мнение Игоря об этих колесах вы уже услышали, а теперь я хочу, пользуясь этой возможностью, сказать, что мы находимся на его малой родине, в замечательном курортном городе Железноводск. И по этому случаю я хочу сказать, что вам всем стоит приехать и обязательно посмотреть этот город, а особенно вот эту локацию, на которой мы сейчас находимся, это Железноводское озеро. Игорь, скажи, как местный житель, что ты хочешь сказать нашим гостям будущим? Приезжайте к нам в гости. Железноводск, наполняйтесь. Уж не знаю, как насчет наполняйтесь, друзья, а я, как всегда, от себя по традиции желаю: путешествуйте. И всем добра!